За прошедшие десятилетия было немало случаев, когда люди утверждали, что видели человекоподобные фигуры, парящие над землей, пронзающие облака с грацией и легкостью птицы. Эти странные наблюдения стали настоящей загадкой для современного общества. Одна из таких историй произошла в Мексике в 2000 году, когда жители городка Сьюдад-Вальес запечатлели на камеру силуэт человека, как будто летящего в воздухе без видимых средств для полета. Это видео вызвало огромный интерес и породило множество споров и догадок. Теории о происхождении этих летающих существ разнятся от самых приземленных до откровенно фантастических. Кто-то говорит о секретных военных разработках, иные предполагают вмешательство внеземных цивилизаций, а некоторые видят в этом проявление мистических сил, забытых в мире высоких технологий. Что если существует небольшая группа людей, которые обрели способность противостоять законам физики, открыв неведомую силу? Первые сообщения о Чупакабре появились в Пуэрто-Рико в 1995 году, когда фермеры вдруг начали находить своих животных обескровленными с 2 небольшими ранами на шее. Этот страх очень быстро распространился и породил множество рассказов и свидетельств по всей Латинской Америке и дальше. Многие пытались объяснить пугающую картину нападений, и различные теории становились все более фантастическими, включая рассказы о внеземных существах и генетически модифицированных животных, сбежавших из тайных лабораторий. Но одно из самых убедительных доказательств появилось в форме видеозаписей. Камеры безопасности раз за разом запечатлевали странное, невидимое существо, передвигавшееся под покровом ночи. На одной из таких видеозаписей, произошедшей в Чили, можно разглядеть небольшую фигуру, передвигающуюся на 2 лапах, с большими глазами, светящихся в темноте и обнажая зубы, готовые к нападению. Эта сеть коротких видео породила шквал интереса со стороны исследователей и вызвала целую бурю в интернете. Настоящая ли Чупакабра, или мы просто склонны найти объяснение нашим страхам? В погоне за этими ответами давайте оставим мистику португалоязычных просторов и окунемся в тенистые чащи лесов, где за ветвями скрываются существа не менее пугающие. Лес Ок-Ридж в Северной Каролине, где местные жители не раз становились свидетелями странных явлений. Видеозаписи, сделанные здесь, иногда показывают мелькающие между деревьями неясные фигуры. Они описываются как крупные создания, покрытые мехом, с яркими светящимися глазами. Некоторые утверждают, что это снежные люди, другие видят в них проявление чего-то более потустороннего. Возможно, они поклонники древних духов леса или даже их потомки, но загадочные леса не ограничиваются лишь Северной Америкой. В тропических джунглях Амазонии встречаются существа, чье существование бросает вызов традиционным биологическим знаниям. Местные племена рассказывают о странных разумных существах, которые появляются без следа и также исчезают, оставляя только странные метки на коре деревьев и таинственные шумы, раздающиеся по ночам. Эти звуки стали легендой для местных жителей и настоящей головоломкой для исследователей. Существуют рассказы о том, как одна молодая пара наткнулась на подобное странное существо в лесах Непала. Странное, похожее на обезьяну, но с человеческими чертами. Мужчина сумел запечатлеть их короткий контакт на камеру, и записи породили бурю интереса в сети. Эти мелькания становятся настоящей сокровищницей для интровертов и уфологов, которые пытаются сделать всесторонний анализ отснятого материала. Когда встает солнце и освещает нескончаемую линию берега, его лучи отражаются в кристально чистой воде, скрывающей под собой мир неисчерпаемых тайн. Среди множества загадок морских глубин одной из самых стойких является миф о русалках. Таинственных существах, наполовину женщинах, наполовину рыбах, чье существование до недавнего времени оставалось одной лишь легендой. Но, возможно, современная технология и тяга человека к исследованиям открывают перед нами грани реальности, которые раньше считались чистой фантазией. Не так давно видео, появившиеся в интернете, вызвали шок и недоверие. На дрожащих кадрах, снятых очевидцами на пляжах Ирландии и Новой Зеландии, можно разглядеть странные фигуры, мелькающие в прибрежных водах. Одна из таких записей показывает женщину с длинными струящимися волосами, гребущую ладонью через волны. При этом ее нижняя часть тела приобретает формы, похожие на рыбьи хвосты. Это видео вызвало бурные дискуссии в социальных сетях, где пользователи начали всерьез обсуждать возможность его подлинности. Морские биологи и скептики, конечно, предложили множество объяснений этим записям. От игривых дельфинов до культурных наслоений и совмещения нескольких кадров. Однако, по мере того, как появляются новые подобные видео, все больше людей начинают задумываться. А вдруг эти существа действительно существуют и просто решили остаться символами человеческого воображения, наблюдая за нами из глубин? Свидетельств о русалках на протяжении истории было больше, чем можно запомнить. Национальные эпосы многих стран, от Скандинавии до Кариб, рассказывают о прикосновении к волшебству воды, когда русалки заманивали моряков своими чарами и пением. Элементы этих древних историй, возможно, обросли фантастикой, но заряды эмоций, возникающие от встреч с загадочными созданиями на реальных кадрах, становятся реальными.
Едва ли есть в океане столь же устрашающее и загадочное существо, как гигантский осьминог. Эти моллюски, долгое время считавшиеся мифом, до сих пор вызывают трепет и восхищение у тех, кому посчастливилось столкнуться с ними вживую. Есть ли что-то более впечатляющее, чем осьминог размером с небольшой грузовик, который грациозно парит в толще воды, уверенно обхватывая все вокруг своими мощными щупальцами? Современные технологии предоставляют нам редкую возможность заглянуть в глубины океана, где обитают эти гиганты. Благодаря подводным камерам и специально оборудованным батискафом исследователи и водолазы смогли задокументировать эти по-настоящему захватывающие моменты. На одном из таких видео, снятых в водах Японии, нам показывают массивного осьминога, который размеренно скользит вдоль каменистого дна. Его щупальца, покрытые сотнями присосок, извиваются с легкостью пролетающей бабочки. Для тех, кто наблюдает за этими удивительными существами, несравнимое волнение смешивается с чувством благоговения. Но загадочные осьминоги могут быть не только зрелищем, но и настоящей головоломкой для ученых. Их интеллект, способность к мимикрии и разрушительной силе ставят множество вопросов. Как так получилось, что одни из самых многообразных и умных существ на планете предпочли скрываться в глубинах, избегая человеческого внимания? Город — это место, где повседневная суета и ритм современного мира задают тон нашей жизни. Мы привыкаем к его знакомым улицам, стремительным потокам людей и мерцанию неоновых огней. Однако порой среди привычных звуков и картины городской среды проступают образы, которые не поддаются простым объяснениям. Эти существа, названные криптидами, внезапно появляются в самых, казалось бы, неподходящих локациях, оставляя за собой шлейф удивления и страха. Первые рассказы о криптидах, появляющихся в городах, больше напоминали городские легенды, пересказанные с яркими огоньками мистики. Однако в последние десятилетия к этим историям начали прибавляться настоящие видеозаписи и фотографии, которые попали в сеть и стали объектом горячих споров. Представьте себе картину: поздний вечер, собака тревожно лает в неосвещенной подворотне, и вдруг на видеокадре, снятом камерой одного из домов, появляется странная фигура. Она передвигается быстро, ее очертания сложно разобрать, но в них явно проглядываются признаки чего-то человеческого и в то же время явно чуждого. В городах по всему миру фиксировались такие случаи. Один из самых сенсационных произошел в Чикаго, когда на видео было запечатлено существо, похожее на летучую мышь, но гораздо больших размеров. Эта запись моментально облетела все социальные сети, вызывая оживленные дискуссии. Были те, кто утверждал, что это всего лишь крупная птица, но многие не могли избавиться от чувства, что стали свидетелями чего-то по-настоящему необычного. Есть даже теория, что такие существа могут быть забытыми потомками древних видов или генетическими мутациями. Некоторые видео вызывают у зрителей такие эмоции, что они продолжают преследовать даже после того, как просмотр окончен, заставляя скептиков и искателей таинственного задуматься о границах между известным и неизвестным. Такие кадры становятся свидетельствами ужасающей дуги между реальным миром и тревожными фантазиями. Так случилось и с видео, на которых, по утверждениям очевидцев, были засняты существа, напоминающие демонов и злых духов. Представьте себе, ваше сердце начинает колотиться чаще, когда при просмотре двигающегося изображения тень оборачивается в нечто, что наводит на страх и ужас. В таких моментах каждый звук, исходящий от экрана, усиливает таинственность происходящего. Такие записи словно надлом в метафорической завесе, вращающейся вокруг понятия привидений и злобных сущностей в рамках человеческого восприятия. Одно из наиболее известных видео, которое попало в ленты зрителей, было снято в подвале старинного дома в Новой Англии, где группа исследователей-паранормалистов провела ночь, пытаясь задокументировать нестандартные явления. На записях появилось нечто, что, по словам свидетелей, выглядело как тень с длинными когтистыми руками, скользящая по стенам. Это видео сильно повлияло на паранормальное сообщество, вызвав тасовку мнений о природе проекций и о том, что находится за такой обработкой материала. Видеозаписи из старых европейских монастырей, также претендующие на запечатление демонических фигур, вновь и вновь поражают зрителей. Контуры неведомых созданий проступают из стены, напоминая лики, бывающие только в кошмарах. Некоторые даже утверждают, что слышат на видео зловещий шепот или периоды тишины, которые внезапно прерываются резкими пронизывающими звуками. Эти видеоматериалы заставляют ученых и аномальщиков срываться с места и погружаться в изучение каждого иска, каждого мельчайшего движения. Кто скрывается за этим? Инфразвук, визуальные эффекты, свое собственное время или действительно воздействие сил, которые существуют за границами нашего понимания?
В различных культурах мира испокон веков появлялись легенды о Фениксе, удивительной огненной птице, которая воспламеняется, обугливаясь до пепла, чтобы затем возродиться в новом теле. Этот цикл жизни и смерти служил символом вечного обновления и силы, которая всегда приносит новое начало. Но что, если этот прекрасный символ не просто миф, а имеет корни в реальном мире? Поток видеозаписей, на которых можно увидеть загадочные огненные существа, заставляет задуматься о существовании Феникса не только как образного понятия, но и как о явлении вполне реальном. В южных частях Австралии, где квартиры великого множества экзотических птиц, не раз фиксировались странные явления. Камеры светофорных постов и туристические записи показывали вспышки света, появляющиеся в небе, оставляющие яркий след и исчезающие с таким же внезапным блеском. Свидетели этих случаев уверены, что они видели не просто свет отдаленных объектов, а именно силуэты существ, обрамленных пламенем. Записи — это невиданное зрелище, лишающее дара речи и поражающее воображение. Наше внимание привлек и другой случай в Египте, где работники археологического музея сумели заснять нечто невероятное на своих ночных видеокамерах. Образ пернатого существа, пылающего в ночи, ожил в темноте. Видео, которое позднее попало в интернет, вызвало волну обсуждений и оживленные споры. Сколько бы ни предполагали о свойствах физики и атмосферных явлениях, те, кто наблюдал за кадрами, бесповоротно верят в свое удачное столкновение с чем-то поистине загадочным. Таинственный и загадочный амазонский лес, скрытый под пологом вечно зеленых деревьев, обладает особым магнетизмом для всех, кто решается проникнуть в его непроходимые дебри. В этом величественном мире мифов и реальности порой бывает сложно провести четкую границу. Один из самых захватывающих обитателей этих лесов — это анаконда, исполинская змея. Живая легенда, чьи предполагаемые размеры и перекрученные истории вызывают одновременно трепет и недоверие. Гигантские анаконды становятся объектом нескончаемого спора. Реальны ли эти страшные хищники достигают невероятных размеров, или это всего лишь преувеличенные легенды, зародившиеся из страха перед неизвестным? Видеозаписи и фотографии, появляющиеся время от времени, подбрасывают дров в этот неутихающий костер дискуссий. Они заставляют усомниться в проверенных фактах и вновь открыть ворота воображению и преданиям. Одна из таких спорных записей была получена экспедицией исследователей в отдаленной части Амазонки, изображая массивное создание, лениво стремящееся через густую листву. Силуэты этой змеи, столь обещающие и величественные, наполняют сердце каждого смотрящего смесью изумления и страха. Размеры анаконды сюда не сразу поддаются разумному объяснению. На записи видно, как она движется медленно и уверенно, демонстрируя примеры природной силы. В отличие от научных сообществ, местные жители, которые живут бок о бок с этой природной загадкой, не сомневаются в их реальном существовании. Их рассказы подтверждают встречи с анакондами, достигающими длины более 30 футов. Для них нет сомнений, что змеи, способные по своей силе и размеру сдавить любого противника, существуют рядом, смотря на своих зрителей с высоты своего могущества. Когда падает ночь и луна начинает свое тихое восхождение на небесах, мир вокруг приобретает зловещий и таинственный оттенок. Этот призрачный покров порой скрывает образы идущих по лунной дорожке фигур, порождающих страх и страсть одновременно. Вампиры, всеми узнаваемые существа ночи, сотни лет остаются символами несбывшихся мечтаний и вожделенного ужаса. Но что, если они действительно выходят из тени, чтобы иной раз оставить след на видеокамерах тех, кто дерзнул наблюдать за ночной жизнью? История о вампирах, ведущие свое начало с древних времен, облекли их в темный шарм, на который невозможно не обратить внимания. Их образы врезались в культуру, но до сих пор редко кто может утверждать с уверенностью, что видел вампира под покровом ночи. Однако современная электроника и повсеместно установленные камеры наблюдения открыли новую страницу в этой легенде. Видеозаписи, якобы запечатлевшие фигуры с вампирскими привычками, привели к спорам и догадкам, которые превратили скептиков в сыщиков, жаждущих поймать загадочное на пленке. В одном известном инциденте в румынской Трансильвании, региональной колыбели вампирских мифов, владелец гостиницы заметил странное поведение постояльцев. Его кадры камер наблюдения, размещенные в общественных зонах, показали тенистые фигуры, мелькающие с манящей грацией. Увидевшие эти записи утверждают, что фигуры, казалось, не отражали света и движутся с необыкновенной плавностью, как если бы скользили над землей. В мире, где вера и фольклор так плотно переплетаются с повседневной жизнью, нам порой доводится соприкоснуться с тенями, которые вызывают трепет и будоражат воображение. Словно древние повествования вновь оживают в реальном времени. Они привлекают внимание не только любителей тайн, но и тех, кто ищет ответы, разгадывая сложные загадки. Рассказ о тенях, похожих на почитаемых существ индейских легенд, это глубокое погружение в культуру и олицетворение древнего бытия. Речь пойдет о многих видеозаписях, где видно, как загадочные силуэты перемещаются
встречаются среди пейзажей Америки. Эти тени, пафосно изображенные на экранах наших мониторов, приковывают внимание своей зловещей атмосферой. Кто они и откуда пришли? Одни предполагают, что это существа индейских легенд, ожившие благодаря насущной силе природы, в то время как другие ищут рациональные объяснения их появления. В одном из более известных случаев камеры наружного наблюдения в заповеднике на юго-западе США зафиксировали необычные тени, двигающиеся по поляне. Увиденные картину, походившую на церемонию индейцев, очевидцы вспоминали о мифах, где такие существа, проводники духов, существа, собирающие силы природы на свою сторону. Многие настаивают, что все это лишь совпадение или игра света, но, глядя на видео, создается впечатление, что движение теней носит явно осмысленный и ритмический характер. Одновременные наблюдения зафиксированы в Канаде, где охотники случайно сняли силуэты странных фигур, напоминающих звероподобных духов, ведущих таинственный танец среди деревьев. Эти духи, как о них рассказывают, хранители лесов, защищающие природу от губительного воздействия человеческой деятельности. Возможно, именно эти записи дают повод восхищаться глубинами древних духовных традиций, оживающих в наши дни. Перед нами открывается альбом невероятных откровений, который рисует мост между настоящим и прошлым. Веками люди пытались запечатлеть самые странные и загадочные моменты своего времени. Начиная с первых фотоаппаратов, у человечества появилась возможность запечатлеть не только значительные события, но и удивительные явления, которые раздвигают рамки нашего восприятия. Одно из самых увлекательных вопросов, который оставался актуальным на протяжении многих лет, это вопрос существования загадочных существ, застывших во времени на старинных фотографиях. Эти древние снимки передают образ той эпохи, когда наука еще не могла с точностью описать многие природные явления. Черно-белые фотографии демонстрируют размытые или неясные фигуры, зачастую скрытые за завесами тумана или на сумрачных берегах, вызывая вопросы: действительно ли это монстры? Или наше воображение создает иллюзии из-за желания верить в удивительные события? История одной такой фотографии ведет нас в 1930-е годы на шотландские холмы, где было запечатлено таинственное существо, скользящее по реке. Этот кадр стал сенсацией, будоражащей умы простых жителей и ученых. Споры не утихают до сих пор. Было ли это существо всего лишь плавучей корягой, из которой скептики извлекли что-то большее, или же это было доказательство существования лохнесских чудовищ? Ответ на этот и, возможно, самый известный случай остается исключительно в поле предположений. Другие снимки, сделанные в пустынях Австралии, представляют существа, напоминающие больших ящеров. Фотографии вызывают массу реакций, от удивления до откровенного шока. Солнечные лучи и песчаные бури часто создают фальшивые силуэты, но именно из-за этого каждое изображение, демонстрирующее неясные создания на безлюдном фоне, заинтриговывает еще больше. Таким же образом, снимки из африканских саванн, демонстрирующие странные фигуры между деревьями и причудливые отражения в водах рек, становились предметом обсуждения в ученых кругах. Фотографы, чьи имена затерялись в веках, стремились запечатлеть необычные явления, и их работы вызывают интерес и в наше время. Эти снимки дают возможность взглянуть на мир глазами тех, кто сам видел необъяснимое и зафиксировал это в моменты, когда технологии не располагали точностью и совершенством сегодняшнего дня. Величественное ночное небо всегда притягивало к себе взгляды людей, вызывая у нас ощущение благоговейного трепета и желание постичь его бесконечные тайны. Ведь кто из нас в детстве не мечтал отыскать что-то необычное среди звезд? Что-то, что ломает наши привычные представления о Вселенной и заставляет задуматься о том, насколько мала наша планета в этом громадном космосе. Охота на нечто загадочное и непознанное продолжается и сегодня, ведь рассказы о наблюдении НЛО никогда не теряют своей актуальности и продолжают будоражить умы искателей правды. Удивительные видеозаписи неопознанных летающих объектов стали настоящей сенсацией последнего времени. Эти странные светящиеся точки на небосводе часто ведут себя совершенно необъяснимым образом. Они то парят на одном месте, то внезапно стартуют с невообразимой скоростью, оставляя за собой полосу света. Среди многих таких историй выделяется запись, сделанная в пустынях Невады, где ясным звездным вечером камера зафиксировала несколько ярких объектов, двигавшихся в четко выстроенной формации. Эти кадры вызвали бурю обсуждений среди любителей уфологии и даже специалистов НАСА, на какое-то время всерьез задумавшихся о том, что видят перед собой. Аналогичный случай был зафиксирован в 2018 году в Бразилии, где очевидцы средь бела дня наблюдали, как неизвестный объект завис в воздухе, а затем произвел несколько немыслимо быстрых маневров, словно показывая, что его технологии уходят далеко за пределы нашего понимания. Видео моментально стало вирусным, а эксперты и скептики со всего мира сходились в едином мнении. Это не может быть обычный самолет или природное явление. Скорее
скорее имеем дело с чем-то экстраординарным. Похожие записи стали настоящим вызовом для ученых, пытающихся объяснить это с точки зрения известных природных или техногенных процессов. Несмотря на все усилия, ответов на большинство вопросов пока так и нет, что еще больше подстегивает интерес публики к этой загадочной теме. Некоторые видят в произошедшем доказательство посещения представителей инопланетных цивилизаций, другие же считают, что это всего лишь результат засекреченных военных экспериментов. Когда говорят о големах, многие сразу вспоминают старинные еврейские легенды, повествующие о существах, созданных из глины и оживленных тайными магическими ритуалами. Эти создания, по преданиям, были сотворены для охраны и защиты своих создателей, а иногда и для выполнения особых заданий. Множество сказаний и мифов, столь же увлекательных, как и загадочных, представляют себе изображения големов, массивных и неуклюжих, но в каждом из них скрывается нечто большее — аллегория силы и могущества, наделенных жизнью благодаря древним знаниям. В последние годы появилось несколько редких кадров, которые наталкивают на мысль о возможности существования этих существ за пределами мифологии. Некоторые из них будоражат воображение, привнося в него осколки древних историй. Одним из таких случаев стало видео, снятое исследователем-фольклористом в восточной части Европы, где среди развалин старого монастыря он заметил нечто невероятное — массивную глиняную фигуру, в очередной раз подвигнувшую на пересмотр наших знаний. На кадрах видно, как таинственное существо, казалось бы, дремлет, сливаясь с окружением, но при внимательном рассмотрении можно разглядеть признаки медленного, тяжелого движения. Видеозапись мгновенно стала сенсацией среди поклонников мистических историй и исследователей сверхъестественного. Некоторые утверждают, что это игривая оптика камеры и тени виртуозно складываются в обман зрения, но другие уверены, запечатлено нечто большее, чем просто игра света. Есть и другие записи, сделанные энтузиастами, которые искали доказательства существования големов в более удаленных местностях. Один из таких кадров был снят в пригороде Праги, городе, знаменитом своими легендами о големах. И вновь на записи можно видеть смутные контуры глиняной фигуры, которая, как говорят, когда-то оживала с помощью особого ритуала. Видео быстро облетело интернет, вызывая бурные диспуты о природе настоящего и вымышленного. Сторонники существования големов обращают внимание на исторические аналогии и свидетельства, предполагая, что эти создания могли быть делом рук своих творцов и служили для охраны особенных мест, хранящих в себе могучие архетипы древних знаний. Они настаивают, что каждое новое открытие, будь то археологические находки или ископаемые, лишь подтверждают их теории. Каким бы ни было объяснение, загадка големов продолжает восхищать своими сомнениями и верой. Они предстают перед нами не только как мифологические существа, но и как символы нашей собственной потребности создать что-то большее, чем мы сами. Эти создания подразумевают связь между материальным и духовным, вводя нас в мир, где магия и реальность тесно переплетаются.